Ну что, друзья, начинаем. Так, скажите, пожалуйста, добрый день всем, кто в аудитории. Здравствуйте все, кто подключился онлайн. Скажите, пожалуйста, в чат напишите плюсик, если видно ли меня, слышно ли, что я говорю. Надеюсь, что меня видно хорошо. Я помашу в камеру специально, тут она сбоку на меня смотрит. Начнем с вами. Меня зовут Иван Савин. Многие меня уже видели в прошлом мастер-классе про ВК. Сегодня мы поговорим про Дзен. Немного обо мне. Я, в общем-то, работаю в Сбере, в блоке технологий в IT-поддержке. В IT-поддержке я работаю уже там около 30 лет. И помимо прочего, меня интересуют всякие разные блоги, каналы, которые я веду с переменным успехом, скорее для, так сказать, для поддержания интереса, и потому что я люблю писать, снимать и что-то публиковать. В смысле успеха заработка нельзя назвать это чем-то очень успешным. В общем-то, не совсем для этого. Хотя мы сегодня поговорим о платформе, которая непосредственно позволяет зарабатывать. То есть это одна из тех платформ, которые помогают не просто увлекаться блогами, но и с этого чего-то иметь, не говоря о нативной рекламе или о каких-то партнерских ссылках, а именно вот сама платформа платит блогерам, так сказать, за то, что они размещают там контент. Что такое вообще Дзен? Да? Дзен или в прошлом Яндекс.Дзен – это так называемая рекомендательная платформа. Что такое рекомендательная платформа? Это платформа, на которой есть контент, в которой можно публиковать контент, который рекомендуется тем, кто на нее заходит или кто подписывается на те каналы, в которых размещается этот контент. То есть он учитывает интересы того, что вам интересно, если вы зашли, и старается рекомендовать вам то, что вам интересно в дальнейшем. Пример других платформ, ну, например, известные хостинги типа YouTube, который тоже учитывает интересы и хорошо их отражает. Ну, Дзен изначально задумывался как такая вот платформа с рекомендательным контентом, который учитывает ваши интересы, и с помощью машинного обучения определенной платформы, да, модели машинного обучения, которая называлась MatrixNet, потом старается угадать и вывести в рекомендации те публикации, которые наиболее интересны. Это, если сложным языком говорить, исторически в 2015 году Яндекс запустил этот проект Яндекс.Дзен, который назывался Яндекс.Дзен. В дальнейшем поменяли подход на блоги и видеоконтент, то есть добавили видеоконтент на платформу, которого изначально не было. Ну, а дальше вы знаете, вероятно, что платформа Дзен была куплена ВК, и теперь это все принадлежит холдингу ВК, и, собственно, не совсем понятно иногда бывает, зачем развивать одни и те же платформы внутри одного холдинга. Например, есть Одноклассники, это тоже ВК, есть Mail.ru, есть, как мы с вами помним, ВК, собственно, сама платформа ВК, ну и вот есть еще Дзен, пока еще живой. Я в Дзене зарегистрировался в 2017 году, создал свой канал, который называется «Мудрости», решеточка мудрости такой канал. Почему я захотел это сделать? Я просто прочитал о том, что вот можно делиться чем-то, вести дневник, и не просто вести дневник, как, например, там в живом журнале или еще где-то, а тебе еще за это там что-то будут иногда, может быть, даже платить. Вот. Платят как, Дзен? Он делится с вами размещением, деньгами от размещенной рекламы. То есть люди заказывают рекламу, которая появляется в Дзене, Яндекс, а теперь ВК на этом зарабатывает и делится с авторами. Вот эта вот модель, она мне показалась привлекательной, то есть можно не просто делиться чем-то полезным, чего мне очень хотелось, да, делиться полезным, рассказывать о чем-то интересном, полезном, компьютерные хитрости, лайфхаки, просто какие-то жизненные мудрости, поэтому я и мудрости так канал назвал. И я стал вести канал потихонечку, размещая там публикации. В то время это были только статьи и так называемые истории, которые, нарративы так называемые, да, и больше ничего не было. Потом со временем добавились посты и видео. Какое-то время были галереи, то есть фотогалереи можно было так как проматывать, как истории. Все это сейчас убрали, и осталось только 4 формата публикации. Это статьи, посты, видео и ролики. Аудитория, вот написано 75 миллионов в месяц, на самом деле это цифры разнятся. В общем, довольно много людей посещают аудиторию Дзен, платформу Дзен ежедневно. По разным оценкам, может быть, это где-то
больше 10 миллионов в день. Ну, в общем, дело в том, что по-прежнему это является востребованным, несмотря на то, что сама платформа, как мы позже увидим, выглядит как напичканная рекламой такой сайт или приложение, да, мобильное. Вот. Давайте пойдем дальше и поговорим конкретно, да? Рекомендательная платформа. Да. В плане, вы рекомендуете или в каких-то списках она есть? Нет, рекомендательная платформа означает, что тот контент, который там публикуется, на основании интересов тех, кто туда заходит, потом начинает им рекомендоваться. Вот вы ленту открываете какого-нибудь ВК или Ютуба, и вам там что-то рекомендуется на основании того, что вы смотрели, ставили лайки. Все тоже так работают. Да. Все эти алгоритм подбирает под ваши интересы рекомендации и выбрасывает вам в рекомендательную как бы ленту то, что вам хочется смотреть, как он считает. Вот. И поэтому все стремятся во всех платформах попасть в эти рекомендации, чтобы их публикации показывали не только подписчикам, а еще и просто рекомендовали случайным, как говорится, прохожим. Вот. Значит, очень важная тема про правила Дзен. Мы сразу про нее поговорим, а потом перейдем, собственно, в демонстрации самого Дзена и созданию канала, и как его ведению в самой платформе. Правила Дзен находятся по ссылке «Правила Дзен», которые можно найти, нагуглить и зайти на платформу и почитать их. Они довольно строгие в том смысле, что можно опубликовать, что нельзя. В основном там все логично, то есть никакого шок-контента, никакого ничего подобного, все это не приветствуется, за это можно сразу получить бан или ограничение канала. Медицина и подобные вещи, где рекомендуется употребление каких-то лекарств, за это тоже можно получить бан или ограничение. Ограничение выглядит как ваши публикации будут транслироваться только подписчикам, да, не будут попадать в рекомендации. Ну и из них уберут рекламу, то есть вы не сможете зарабатывать. Вот. Заимствованный контент – это то, что само по себе содержит расшифровку в названии. То есть если вы где-то стырили какой-то текст, грубо говоря, и его у себя опубликовали, платформа это поймет и наложит ограничения. Либо если вы переопубликовали свой контент, который когда-то раньше публиковали. Даже с небольшими изменениями можно получить за это предупреждение и ограничения. Но надо признать, что поскольку это автоматизированный алгоритм автоматический, он иногда ошибается и ограничивает какие-то статьи, которые, в общем-то, ничего такого плохого не несут. Можно подать жалобу или написать в поддержку, чтобы просьбу проверить, правильно ли наложены ограничения. И часто бывает, что извиняются и снимают эти ограничения. Вот, что делать, если нарушили, соответственно, писать в поддержку. Сейчас я уберу демонстрацию презентации, и мы перейдем на вот такое вот отображение, типа вот как план, да, мы будем видеть, что мы сегодня будем изучать, и посмотрим, как же создать канал в Дзене. Если у вас будут вопросы, или я буду говорить слишком быстро, вы можете написать в чат, вот уже кто-то что-то написал, пока что плюсики, и мы на эти вопросы, на все из чата ответим обязательно, либо затормозимся в нашем, так сказать, повествовании. Вот. Если мы зайдем на платформу zen.ru, так вот оно выглядит. Платформа для просмотра и создания контента. Вы видите, что здесь есть значок Яндекса по-прежнему. Вот. И дальше в самом интерфейсе Дзена, пару слов об самом интерфейсе, прежде чем займемся каналом. Видно, что есть слева значки «Главное», «Подписки», «Найти новости» и так далее. На них глубоко останавливаться не будут. Они сами за себя говорят. Подписки – это то, на что вы подписаны. Главное содержит в себе основные новости, как раньше главная страница Яндекса содержала. И дальше идут уже статьи Дзена с карточками такими. Видите, карточка, заголовок и чуть-чуть текста. Потом идет, видите, он мне уже рекламу хочет. Идет раздел «Интересное», потом идут видео и ролики. А потом опять статьи. То есть вот такая система показа вам интересных, по мнению Дзена, канала, рекомендуемых каналов и роликов и видео. Вот она вот так вот работает на главной странице. При этом есть еще поисковая строка, вы можете что-то найти в Дзене. И при этом он найдет вам не только саму тему, но и какой-то канал, содержащий эту тему. Давайте залогинимся. Чтобы создать канал в Дзене, нужно зайти либо через ВК ID, либо через Яндекс ID. Два варианта. Учетка Яндекса или учетка ВК. Соответственно, мне бы хотелось зайти через ВК ID. Я специально делаю все
на ваших глазах, чтобы вы понимали, насколько это хорошо, удобно или плохо. Вот здесь уже меня помнят. Смотрите, я вот могу с помощью устройства другим способом. Вот, по QR-коду я сейчас зайду. Это самое надежное. И вот я зашел на свою страницу ВК, о которой мы говорили в прошлый раз. И теперь, если я перейду в Дзен, он должен будет подхватить мою учетную запись в ВК. А он не хочет, да? Вот наш экран. Я, наконец-то, зашел в свою учетную запись ВКонтакте, и можно увидеть, что вы можете перейти в студию на мой канал, которого у меня нету к учетной записи в ВК. И если мы перейдем в студию, он предлагает создать канал, придумать название, описание, аватар, все, что положено для создания канала. Я сейчас вот так долго заходил в свою запись, чтобы показать вам, что либо в ВК учетная запись нужна, вот в которой видно, что у меня нет канала, да, но можно его создать, либо Яндекс учетная запись нужна. Мы нажмем сейчас «Сменить аккаунт» и войти через Яндекс ID, добавить аккаунт и войдем через... Вот нижний там QR-код есть. QR-код. Спасибо. Вот, и я зашел. Все, теперь мы видим, что я зашел с помощью Яндекс учетки, и я могу перейти на свой канал, могу перейти в студию, посмотреть уведомления. Перейдем для начала на свой канал. Вот мой канал. Вот как он оформлен, как он выглядит. Сам по себе канал. Я сам вижу так вот этот канал. Мы видим, что вот у меня есть такой вот адрес, то есть вот такая вот короткая ссылка, короткое имя, мудр я придумал. Его разрешают это короткое имя придумать с определенного уровня, когда вы набираете необходимое количество подписчиков, можно тогда придумать вот такое короткое имя. Перейдем в студию. Это самое интересное, что есть в Дзене, пока только для ознакомления. В студии можно видеть статистику ваших публикаций, можно управлять ими, то есть удалять, собирать их в подборки, управлять комментариями, заниматься продвижением, увидеть монетизацию. Посмотрим, сколько у меня тут накапало. Ну, вот видите, 500 рублей почти. Я богач. Вот. Также можно посмотреть, сколько я выводил раньше. Вот тут были какие-то более крупные суммы, примерно раз в месяц. Тут видно, что у меня есть статус самозанятого, то есть можно двумя способами получать монетизацию, как самозанятый и как обычный человек, так сказать, стандартный, тогда будут разные налоги. Конечно, выгоднее быть самозанятым и платить налоги самостоятельно. Но здесь вам Дзен помогает, он показывает налоговой, что и как вы заработали здесь в Дзене, когда вы переходите на такой уровень. Сейчас также доступна монетизация с помощью перехода на премиум уровень, чтобы публиковать какие-то публикации, да, и давать подписчикам возможности платить вам регулярно, чтобы читать ваши публикации. Ну и донаты есть. Мне кажется, я немного забежал вперед. Давайте посмотрим, что я собирался рассказать. Так, как создать канал? Значит, как создать канал я показал немножечко в разделе, когда заходил учеткой ВК, да, создать канал. Дальше вы попадаете сразу в настройки после создания канала, где вы о себе, о вашем канале должны все заполнить. То есть вот название канала. По названию канала, если есть какие-то рекомендации, они простые. Лучше, чтобы оно было коротким, отображало какую-то суть, о чем вы пишете. Либо, если вы развиваете свой личный бренд, как, например, там, писатель или какой-то блогер с именем, просто напишите сюда свое имя. Соответственно, для аватара лучше тогда использовать какое-то свое изображение, портрет. У меня вот картинка, которая мне нравится, это пейзаж на Селигере. Вот утром я сфотографировал, и вот эта вот картинка, она с тех пор здесь на этом канале висит. Может быть, я когда-то решусь поменять. Дальше в описании вы пишете то, кто вы такой и о чем вы пишете. Лучше это сопровождать красивыми значками, эмоджиками, и много здесь не писать. Это должно выглядеть аккуратно и красиво. Ну и внизу вы видите, что есть контакт. Обязательно, если кто-то захочет со мной сотрудничать на базе публикаций, есть специально созданный email для этого. Ну, вы можете указать свой личный email, какой-то сервисный, или создать специальный. Ну и ниже вот этот вот вынужденный текст, поскольку у меня 13 тысяч, чего-то там 700 или 600 подписчиков, то это больше 10 тысяч, и нужно было зарегистрироваться в Роскомнадзоре. И я зарегистрировался, и вот эту ссылку здесь оставил. Я не уверен, что она нужна, но вот номер этого заявления у меня тут есть. То есть, если кто-то спросит, у меня все по закону
все требования выполнены. Это вот о канале. Это вы будете заполнять, когда создадите канал. И дальше, переходя в настройки, которые здесь есть, значит, лента, да? Лента это о том, что у вас настройки ленты, вот есть какие-то скрытые каналы, вы уже как читатель здесь в данном случае действуете, то есть здесь скрытые каналы, которые я не хотел бы читать, то есть вы можете как при чтении канала сказать, что я не хочу скрыть этот канал, ну, скрывать мат, вот тут есть в тестовом режиме, это, видимо, для комментариев. Уведомления. Уведомления говорят о том, что будет вам приходить вот в этот вот колокольчик, вот сюда вот. Я убрал новые лайки, например, потому что это слишком большой спам, но оставил новые комментарии к публикациям и ответы на мои. Чтобы знать, что мне что-то откомментировали, надо пойти поучаствовать в диалоге. Помните, что когда вы участвуете в диалоге, в комментариях к публикациям, вы коммуницируете и разговариваете не с вашим комментатором, а с аудиторией, которая потом эти комментарии читает. То есть, если какой-то хейт разгорается, не нужно вступать в перепалку, нужно держать себя в руках. Помни о том, что вас будут читать те, кто зашел на канал. Такое лирическое отступление. Контакты. Здесь прописаны контакты, по которым можно связаться, но это требование Дзена. Здесь нужен телефон для проверки, что вы не робот. Почта, соответственно, хотите ли вы получать рассылку. По поводу рассылки я рекомендую ее получать. Она часто содержит хорошие рекомендации о том, как развивать канал, что на нем писать, какие интересные темы популярны и так далее. Про популярные темы чуть позже поговорим. Понятно, что они как бы по-человечески те же самые популярные темы, которые в других платформах, тут никакого сюрприза нет. Настройки видеоплеера, как проигрывать вам видео, автопроигрывание и какие-то настройки, скорость и так далее. Доступы. Доступы – это интересная и важная тема, поскольку вы можете администрировать свой канал не только сами, а, например, какой-то группой товарищей редакции. Да? Вот здесь вот есть учетная запись моей дочери, которой я дал права, чтобы она мне исправляла там видеоописание, вставляла тайм-коды, таким образом подрабатывает. Вот. И здесь вот у нее тип доступа администратор есть, а могу дать просто на редактирование или просмотр. То есть вы можете давать каким-то другим учетным записям ВК или Яндекса людям доступ к вашему каналу для администрирования или даже публикации за вас. Да? То есть, если, например, вы кого-то наняли. Ну, или если вас кто-то нанял, да? Черный список. Здесь черный список тех людей, с которыми я не хотел бы общаться. Они либо ругались, либо спамили, либо что-то нехорошее делали в моем канале. Если что, можно их отсюда убрать, конкретно кого-то. Экспорт из Дзена. Экспорт статей в Одноклассники – это какая-то штука по умолчанию. Если у вас есть учетка, можно подключить, и тогда ваши статьи будут появляться еще и в ленте Одноклассников. И там их тоже будут читать, видеть и переходить к вам. Вещь хорошая для охвата, в общем-то, неплоха. Вот для этого вот какая-то автоматическая группа была создана. Кросс-постинг говорит сам за себя. Перенос видео с YouTube, если вы хотите перекачать видео с YouTube, насколько это хорошо работает, не пробовал, можете попробовать. Telegram. Для Телеграма есть специальный код доступа для того, чтобы, если у вас есть канал в Телеграме, ваши публикации транслировать в Телеграм-канал. Ну и ВК Видео Лайв, как вы видите, тут есть интеграция с ВК Видео Лайв. Это эфиры, прямые эфиры, можно интегрироваться с ВК Видео Лайв. Ну, понятно, что интеграция с ВК расширяется. Управление аккаунтом, пожалуйста, если хотите, можете удалить свой аккаунт в Дзене навсегда и ничего больше не писать. Если вам Дзен очень не понравился, вы попробовали, не понравилось. Веб-аналитика – это раздел, где, как вы видите, есть уникальный номер Яндекс.Метрики. Когда еще не было расширенной такой вот статистики в самом Дзене, использовалась статистика из Яндекс.Метрики. Для этого нужен вот этот счетчик, для того, чтобы сконнектить два этих сервиса. Ну, и раздел «Свой сайт» – это в том случае, если вы хотите трафик из Дзена перенаправлять на какой-то свой сайт, который у вас уже создан. Когда-то вы сюда его вбиваете, и тогда публикации с вашего сайта транслируются в ленту Дзена, а человек, нажимая на ссылку, переходит на ваш сайт, а не читает непосредственно на платформе Дзена. Вот это все настройки канала, которые есть. Они доступны для изменения из раздела «Студии». Да? Посмотрим, что у нас в плане. Да, значит, по поводу других настроек касательно вот обоев и прочего, то, что
видно в самом канале, да, вот перейти в канал. Вот эти вот обои, их можно поменять. Здесь вот есть еще в самом канале есть еще одна кнопочка «Редактировать канал» в шапке. И здесь как раз... вот мы здесь уже были, да, то есть это все нормально. Здесь есть обложка для компьютеров и для телефонов. Смотрите-ка, я вас обманул. То есть это настройки самого канала, но не студии, и они отличаются. Здесь есть мои данные обо мне, есть новая категория Zen Pro. А если вы нажмете «Редактировать», так это то и будет. Да, вот самый первый раздел редактирования, мы про него проговаривали, но забыл я сказать про обложку. То есть вот для обложки как раз здесь и есть раздел, где она добавляется. И причем картинки для телефонов и для компьютеров могут быть разными. Здесь еще есть важный раздел «Дополнительно», где вы можете прописать ссылки на какие-то ваши дополнительные другие каналы или соцсети. Вот. Здесь была просто закладочка, мы ее не заметили, а так все то же самое. Вот, вернемся в студию и посмотрим на наш план. Типы публикаций. Ну, давайте тогда перейдем непосредственно к типам публикаций. Если нет вопросов, я вижу, что в чате есть какие-то сообщения. Да, я отвечу пока на сообщения в чате, потому что их немного. Действительно, видео больше не монетизируется. То есть Дзен отключил монетизацию видео, по-моему, в прошлом году. И видео, и ролики теперь будут показываться, но не монетизируются. Вы можете продолжать монетизировать ваши видео, если используете какие-то партнерские ссылки или прямую рекламу, или что-то такое. То есть все равно можно на этом зарабатывать. Ну, не удалять же все видео, да. Можно пойти отредактировать описание, вставить туда какие-то ссылки, с кем-то договориться, снять какое-то видео, разместить в Дзене. Но в этом смысле, конечно, это немного странно, потому что есть платформы, на которых можно зарабатывать на просмотрах. Не будем их называть, но они есть. Рекламы Дзен просто кишит. Сколько можно под одной учеткой вести каналов Дзена? Под одной учеткой можно вести один канал. То есть, если вы хотите еще зарегистрировать другой канал, то нужна еще одна учетка. У меня есть 3 канала в Дзене. Они все на разные учетные записи Яндекса созданы. То есть для них создана учетная запись почты Яндекса. У меня есть там Live Music канал и есть места и впечатления канал. Для них, для каждого создана отдельная учетка в Яндексе. Ну, в общем, вы поняли, да? Одна учетка, один канал. Все, вроде вопросов больше нет. Если что, задавайте. Кстати, в аудитории тоже можно задать вопросы. Можно на Яндекс одну, да? И на ВК. Они как разные идут, да? Да, придется просто выйти из одной, войти в другую. И, соответственно, студия появится для одной или для другой. ВК, если, к почте Яндекса. То есть почте. Ну, если вы в ВК учетку заходите с почты Яндекса. Ну, ничего страшного, это значит, вы зашли в учетку ВК. А тогда, получится, если учетка Яндекса, там тоже может быть почта Яндекса. То есть просто вот здесь вот, когда будет вход в какую-то учетку, вы говорите «выйти» или «сменить аккаунт», да? И через Яндекс или через ВК заходить. И будет тогда разница. Типы публикаций, да? Значит, если вы хотите что-то написать в Дзене, вы нажимаете плюсик. Написать статью, написать пост или загрузить видео. Тут 3. И вы видите, что здесь нет ролика. А ролик можно делать только с смартфона. То есть приложение Дзен устанавливаете на смартфон, Яндекс у вас, iPhone у вас или Android. И здесь есть специальное приложение Дзен, которое позволяет тоже, нажимая на плюсик, я потом позже покажу, когда мы дойдем до роликов, покажу экран смартфона, чтобы понимать. Написать статью, написать пост, загрузить видео. То есть вот 3 основных типа публикаций. Нажимаем написать статью, попадаем в редактор Дзена, о котором я писал в группе в Телеграме, которая предваряла нашу встречу. Немножечко о сути самих этих типов публикаций. Статья – это основной тип текста с форматированием. Там есть заголовки, подзаголовки, картинки. Можно вставлять ссылки, можно интегрировать видео туда. Ссылки даже, вставляя ссылки, они выглядят как некие виджеты такие. Вот, то есть полноценный как бы long read. Можно писать там просто, я даже не знаю, сколько там ограничений. По-моему, там очень как бы большое. Пост, в отличие от статьи, можно написать только не больше, чем 4096 символов. Я не знаю, куда столько для поста, но в нем нельзя ничего форматировать,
он поддерживает только ссылки, эмодзи, и можно в него еще добавлять картинки. А нельзя форматировать, это значит, что там просто сплошной текст будет без выделения. Сплошной текст, да, нельзя сделать у него жирный, курсив, там вот это все. Вот я посмотрим мой пост, например, да? Любое выделение текста там возможно, ни цитаты, ничего. Ничего там нет, ни цитат, ничего. Только вот он ссылочку, видите, вот это пост, да, конкретный. Вот 2 картинки тут, можно до 10 картинок вставлять, как галерея получится. И потом их смотреть как галерею. И вот есть ссылка и простой текст. Эмоджики есть. Можно также делать упоминания через собачку в посте, да, своего канала или какого-то другого канала. Видео – это отдельная мощная долгая тема. В общем-то, в ней ничего особенного нет. Вы просто выбираете свое видео, загружаете его, даете описание, название, хэштеги и все, и публикуете. И получается у вас, что у вас есть видео, которое также есть на вашем канале. Давайте посмотрим, какие видео есть на моем канале, чтобы увидеть, как это выглядит, я бы сказал, по сравнению с другими платформами. Вот мой канал, вот ролики, вот статьи, а вот видео. И вот так вот выглядят эти видео, как и, в принципе, и в других каких-то платформах. Отличие, может быть, состоит только в том, что когда вы смотрите видео, у вас нет описания, да? Его как бы нет. Есть только комментарии и реклама. Но описание есть на самом деле. Если вы нажмете на название видео, оно вот тут справа выезжает. Это дико неудобно, поэтому если мы об этом еще скажем и поговорим, если вы публикуете видео и хотите, чтобы какая-то ссылка была заметна, вы ее, пожалуйста, там пишите в комментарии и закрепите. Вот так вот выглядят наши видео на платформе. Ну, обложки, соответственно, и все остальное для видео работает так же, как на других платформах. Для постов обложки тоже работают. То есть, если вы что-то публикуете, какой-то пост, и у него нет картинки, то он будет выглядеть ущербно. То есть, вот у меня вот в этих постах везде какая-то одна картинка хотя бы есть, а если бы ее не было, ну, нам ничего не мешает попробовать, да, вот напишем пост какой-то. Это пробный пост. Никаких картинок, ничего я не добавляю. Я могу себя здесь тегнуть, как упомянуть, да, свой канал, что это я написал. Бывает полезно упоминать другие каналы. Я могу здесь добавить какие-то хэштеги, но то, что они работают, как я писал в группе, это не подтверждено. И опубликовать пост. Но прежде чем я это сделаю, я хочу обратить ваше внимание, что есть вот такая кнопочка, как «Опрос». И вы можете здесь, и только здесь, в посте создать опросник. Больше нигде. И этот опрос будет работать только тогда, когда у вас нет картинки в посте. Вот давайте опубликуем. Опубликовался вот пост, да? Обновим страничку и видим, что у меня опубликовался пост, который без обложки, без ничего выглядит вот так вот ужасно. То есть можно в него, конечно, зайти и даже ответить на какой-то опрос и видеть упоминания, но я бы такому посту поставил дизлайк. Вот. Посты нужны, в принципе, для того, чтобы привлекать трафик на ваш канал, либо высказывать какую-то краткую мысль, а также классно, когда можно вот несколько карточек, каких-то картинок, да, вот в формате вот таких вот квадратных карточек опубликовать в таком формате. Полезным бывает, это бывает полезно именно в таком формате, и для этого как раз пост и пригодится. То есть человек просто помашет, посмахивает пальцем, либо потыкает мышкой в эти маленькие картинки. Во всех остальных случаях статья, конечно, более выигрышна, потому что она позволяет форматировать текст и добавлять в него контент более продвинутым способом. Вот, вернемся в нашу студию и создадим статью, познакомиться с редактором. Статью создадим, написать. Вот, значит, для статьи вы можете просто начать писать статью, дать ей заголовок и начать писать текст, вставляя картинки. Вот здесь специальная кнопочка есть. Но хорошей практикой, рекомендуемой мной, да и многими другими, является, конечно, готовить статью где-нибудь в редакторе. У меня есть заготовленная специально для вас на сегодня пробная статья, в которой у меня есть заголовки,
первого, вот название, заголовки второго уровня, это важно. Есть какой-то текст, тут он дальше будет совершенно таким бредовым, это просто тестовый текст с помощью заполнения я сделал. Есть вот заголовок следующего уровня. И, соответственно, сейчас мы постепенно это все в статью засунем. Вы увидите, как это выглядит. Да? Мы возьмем просто весь текст, целиком туда втолкнем и увидим, что из этого выйдет. Вот. Мы его сюда весь засунули и видим, что наш заголовок из той статьи из Word, он никак не отобразился как заголовок, поэтому надо его вырезать и вставить на место заголовка. Да? Дальше есть какое-то приветствие, и его я хотел бы сделать курсивом. Я выделил, появляется панель форматирования текста, очень знакомая по разным другим редакторам. В принципе, в ВК в статьях такая же панель. Здесь есть заголовок второго уровня, третьего, есть цитатник, буллеты, номера, жирный курсив, перечеркнутый и ссылка. Что интересно, если вы уже пометили курсивом, то вы, например, не можете сделать никаким другим. То есть вот я убрал курсив, тогда стал доступен цитатник и перечеркнутый остальное. Если вы сделали жирным, то уже нельзя сделать курсивом. То есть Дзен убрал возможность сделать и жирным, и курсивом, подчеркнутым сразу. Что-то одно, пожалуйста. Это сделано для, так сказать, повышения читаемости текста, по мнению Дзена. Спорный момент, но вот так. Итак, оставим это курсивом. Значит, здесь у нас заголовок второго уровня. Видите, он понял, что это заголовок второго уровня, потому что в Word он был тоже заголовком второго уровня. Идет какой-то текст с абзацами. Картинку он не понял и не подтянул ее. Поэтому ее надо, эту строчку можно удалить, нажав Backspace, просто и картинка исчезла. Да? Мы здесь оставим пустую строчку для картинки. Мы видим, что заголовок второго уровня он понял, и заголовок третьего уровня он не понял. Поэтому мы его сами пометим. Методика 1, методика 2. Методика 2 у нас тоже третьего уровня, а выводы у нас второго. То есть для чего нужны вот эти вот разметка заголовков? Если мы потом сохраним статью, я вам покажу, он автоматически сформирует оглавление. И можно будет, щелкая по этому оглавлению, по большой статье переходить вниз. Раньше этого не было, это вот нововведение в редакторе. Мне кажется, даже в том ролике, который я рекомендовал, в своем еще этого тогда не было. Видим, что картинки он никакие не подтянул. Давайте их вставим и увидим, как их вставлять. От них остались только подписи. Вот еще картинка, четвертая. Вот. Значит, вот наш текст. Да? Давайте вставим картинки. Это очень интересная тема, вставки картинок. Мне кажется, она у меня даже выделена в отдельное, да, в плане в отдельный раздел. Ставить изображение. Появляется вот такая вот область, куда можно перетащить картинку из папочки, да? Вот у меня картинки. Из этой статьи они отдельно существуют в виде файликов. Перетащить. У меня вот 001 прям сразу помечен. Это хорошая практика, размечать картинки названиями правильными. Но это не обязательно. Вот я отпускаю, и картинка появилась в тексте. Да? У меня для нее есть подпись. Вот здесь есть пустой раздел «Добавьте описание», но оно у меня уже есть. Его можно отсюда вырезать, либо скопировать, либо просто нажимая Delete, нажимая. Ничего не получится. Все уже по-другому. Придется вырезать и вставить сюда. И вы видите, что подпись картинки имеет свой определенный формат. То есть она именно вот как подпись, как в Word, как в других редакторах. И она редактируемая. К сожалению, здесь нельзя делать ссылки, как раньше было. Это бывает нужно, когда вы, например, с какого-то внешнего источника берете картинку и надо соблюсти права, то бывает, вот нужно взято оттуда. Здесь можно написать, что взято в какой-то ссылке, но, по-моему, она не сработает. Проверим. Например, я напишу вот так. vk.com. Видите, она в ссылку не преобразуется, но она остается, такая возможность остается добавлять ссылки, потому что очень важный момент касательно картинок, что правилами Дзена запрещается заимствование картинок из каких-то источников без указания авторства, либо
ну, как бы без, ну, с нарушением прав, да. За это можно получить бан или ограничение. И вообще Дзен очень любит, когда картинки уникальные, ваши личные, собственные фотографии. Это прям для него огонь, он прям очень хорошо начинает рекомендовать статью, если картинки ваши. Генерированный считает тоже типа. Да, нейрокартинки тоже сейчас плохая идея, потому что научились их определять. Ну, опять же, за это бан вряд ли вы получите, потому что это же, ну, трудно доказать, там, чьи это права. Опять же, у платформ таких, например, как freepik.org, кажется, есть возможность перегенерировать готовые фотографии с помощью нейро, там, какую-то такую же, но другую, очень похожую. Ну, в общем, я пользуюсь и фрипиком, там, и разными другими платформами для статей. В общем, стараюсь всегда указывать, что, ну, там, взято с фрипика. Вроде бы это нормально проходит. У автора вот те же самые фотографии, что и опубликованы где-то еще. Скорее всего, проблем не будет, если только на той платформе где-то еще есть хотя бы какое-то упоминание, что у вас есть Дзен-канал по такой-то ссылке. В принципе, он, ну, например, ну, как касательно видео, да, вот у меня есть, например, YouTube-канал, и я с YouTube-канала публикую сюда. Он может счесть это заимствованным контентом. Но ведь это мой контент. Как такая проблема решается? Вы там ставите ссылку на Дзен, а здесь ставите ссылку на YouTube. И он при разборках понимает, что есть кросс-ссылки, то есть это ваш контент, опубликованный вами, и за вас за это не штрафуют. Такая же ситуация, скорее всего, и с картинками. Но с фото, по-моему, проблем меньше. То есть мало ли там, где вы что разместили. Вот, значит, продолжим про картинки. У нас есть рисунок 2. Его можно загрузить не перетаскивая на это окошко, а вот нажав кнопочку, да? Тогда мы можем попасть на рабочий стол, Дзен, вот картинки, и выбрать рисунок 2. И он вставится. Он вставился. Вот раньше здесь можно было нажимать Delete, и он описание подтягивал наверх. А теперь приходится вот так вот делать. Что еще интересно? Вот я ставил картинку, ее теперь можно вместе с подписью перетаскивать мышкой вверх, вниз. Видите, она перемещается. Если у вас, например, какое-то пустое место вот получилось здесь, да, вы можете сюда вот картинку перетащить и занять его. И также это бывает удобно. Значит, вот сюда мы сейчас с вами вставим несколько картинок. Нажмем и вставим несколько картинок. Когда вы нажимаете «Загрузить файл», он предлагает вам вот этот диалог, выбор файлов. И я вот сейчас возьму и выберу раз, два, три. Открыть. Ой, получилось не так, как я хотел, да? Получилось не так, как я хотел. А почему? Потому что опять Дзен что-то поменял с тех пор, как я рассказывал про этот редактор. Давайте еще раз. Вторая попытка. Загрузить файл. Я вставлю одну картинку, вот эту третью. И мы увидим, что вот здесь появится кнопочка сейчас слева. Редактировать галерею. Редактировать галерею. И появляется еще добавить картинку. И вот здесь уже можно выбрать сразу две. Четвертая. И вот это, например, да? И вот здесь уже он их подтянул сразу две в галерею. Что такое галерея? Это карусель. То есть вы нажимаете мышкой, они пролистываются. Если я вот он говорит, 3 картинки в галерее, да, сохранить нажал, теперь появляется вот такая стрелочка, и можно пролистывать их. При этом можно каждой из них добавить свою подпись, и она будет меняться, когда вы меняете. Я надеюсь, что это так, и это не убрали. Ой, видите, вот я backspace нажал, и картинку ударил. Как такая проблема решается? Вот у меня, да, разрыв здесь есть. Как раз вот так вот надо взять картинку и вниз потащить. А не решается, потому что галерея так не работает. Все сломали. Кажется, что все повисло. Так, давайте заново. Вот видите, картинка таскается, а галереи нет. Мне кажется, или вообще все сломалось? Да, видите, не появляется кнопочка вставки. Вот такие глюки в Дзене очень часто бывают, когда вы нажимаете кнопочку, а вот кнопочка появилась теперь. Загружаем файл третий.
и делаем галерею. Вот так, когда одна картинка, видите, перетаскивается. Вот они вот так вот становятся очень хорошо, удобно. А вот сверху уже можно Backspace нажимать. Вот, мы здесь отредактировать галерею хотели. Давайте добавим еще 2. 4 и вот этот стаканчик. Я хотел показать, что каждой из картинок можно подпись делать разную. Подпись 1. Да, сохранили. Пролистываем. Видите, тут уже другое описание. Подпись 2. А вот третья уже подпись 3. Такой вот возможность есть, когда сохранится. Вот видите, подписи меняются. Так, галерея, да? Таким вот образом галерея. Ну и у нас есть еще несколько возможностей. Давайте последнюю картинку я вставлю, на которой я, собственно, тут что-то пробую, какой-то кофе. Очень вкусный cold brew, кстати, я сам делаю. Вот. И мы поговорим еще о других возможностях форматирования текста. Значит, если мы выделим абзац, мы знаем про заголовки, уже поняли. Есть цитатник. Такие вот кавычки. Если нажать, то фрагмент текста преобразуется в чью-то цитату. Сказал там кто-то. Там Иван Савин сказал. Вот. Больше ничего с этим текстом сделать нельзя, ни жирным, никаким. Но можно вот сделать перечисление либо буллеты. Есть возможность перечеркнутого текста, ну и ссылки. Да, ссылки. Давайте вот, например, кстати, кто-то вот... Это не мой канал Live Music. У меня тоже Live Music, но не так называется. Ну, давайте найдем другой мой канал. Вот мой канал «Места и впечатления». И я хочу отсюда... У меня тут сплошные видео, но есть и статьи. Вот, например, да, статья. Вот мы возьмем эту ссылку, скопируем и можем эту ссылку подложить под текст, подкат так называемый, да? Я выделил какое-то слово, нажал ссылку и вставил ее. Либо можно написать «ссылка тут» и вставить ее. Она преобразуется в ссылку. И третий вариант. Я просто вставляю ссылку. Видите, он ее преобразует в некий виджет вот такой. Вот. И это бывает удобно и красиво. Если вы хотите сказать, читайте также на моем канале еще какие-то другие статьи, то вот такими виджетами можно их наставлять. Что очень хорошо, этот виджет можно перетаскивать, перемещать вот так вот между абзацами, блоками, таким образом красиво оформив статью. Какие еще рекомендации отдельные от себя я могу дать, поскольку про статью мы, в принципе, все уже проговорили. Имеет смысл выделять какие-то ключевые моменты в абзацах, чтобы привлекать внимание, чтобы человек мог читать такими вот зигзагами, да. Это рекомендация от Максима Ильяхова. Рекомендую его книги, которые рассказывают о том, как читать текст. «Пиши, сокращай» в основном. «Новые правила деловой переписки». В общем, обязательно форматируйте свой текст. Не делайте большие длинные абзацы, чтобы это лучше читалось. Вот. Такие рекомендации. Я считаю, что книга нормальная, ну и, в общем-то, зависит от целей. То есть, если вы пишете художественные произведения, конечно, наверное, не надо пользоваться. Если вы хотите донести какую-то мысль практическую или важную, как бы, да, пользу принести, то вполне очень хорошая книга, чем рекомендую. Опять же, если говорить про то, о чем писать, о каких-то своих целях, то пишите так, как вам нравится и как вы чувствуете, потому что аудитория ваша все равно найдется для вас. Я никогда не стремился, например, да, в каких-то статьях, которые там набрали у меня много дочитываний, это чаще всего те статьи, которые с душой написаны, на энтузиазме, там, на творчестве, с каким-то порывом.
или рассказывают о каких-то путешествиях или каком-то личном опыте. Можно просто ради примера посмотреть. Сейчас я еще вам скажу пару слов об упоминаниях. Я сказал, да, про хэштеги сказал, шаблоны и подписи. Пару слов скажу про шаблоны и подписи. Значит, если вы, пока вы не нажали эту статью, кнопочку «Опубликовать», она у вас будет в черновиках. То есть, если я сейчас вот нажму кнопку «Назад», то в студии, в разделе «Публикации», она у меня будет находиться в черновиках. Вот видите, как я тестировал кофе. Тут у меня куча разных черновиков, я что-то писал, бросил. Вот. Но эта статья вот здесь находится. И как можно также использовать черновики? Вот видите, у меня есть такая тут черновичная статья, подпись «Начало». Если я в нее зайду, то у меня есть тут некие блоки текста, которые можно использовать во всех статьях. У меня есть какая-то преамбула и какая-то подпись. И я, зайдя в свою статью, могу это вставить в конце, чтобы каждый раз не генерить подпись. У меня вот есть «Добро пожаловать», подписывайтесь. То есть призывы к подписке ничего плохого в себе не содержат. А также есть вот, да, шаблон, куда я пишу хэштеги какие-то. Работа их не подтверждена в Дзене, да? Но, может быть, когда-нибудь заработают. Они когда-то работали, потом перестали работать, потом снова заработали. Ну и тут есть какие-то заготовленные ссылочки на другие мои каналы, куда я хочу призвать перейти. Вот такой вот шаблончик. Вы просто заготавливаете, не публикуете его, сохраняете, он в черновиках висит, и вы потом к нему возвращаетесь. Очень удобно. Видите, я не стою. Заработают, ну, хэштеги снова заработают. Они заработают и в старых постах тоже или только вот? Это никто не знает. Да. То есть алгоритм Дзена – это тайна, покрытая мраком. Как вот раньше было, когда они сначала были, а потом забрали? Ничего не могу сказать. Я вообще, то есть, не уверен, что народ щелкал по этим хэштегам. Скорее всего, они были просто для увеличения охватов, там, для алгоритма. Вот. Я не помню такого, что в статьях когда-либо работали теги. Есть некое сообщество, да, комьюнити авторов Дзена, там всяких каналах, все друг другу пишут: о, хэштеги, давайте, а давайте не будем, они вроде не работают. Но это не точно, я на всякий случай ставлю, там, так вот пишут. Касательно алгоритма, вот есть много роликов и каких-то статей о том, что вот, обучение, раскрутки в Дзене, что-то такое. Я считаю, что это все профанация, потому что никто не знает, как работают алгоритмы в Дзене. Известно одно: популярные темы авто, еда, путешествия, там, что там, юриспруденция, там, лайфстайл, что-то такое. Плюс ценится авторский контент, созданный с душой и с большим количеством вложений. То есть Дзен ценит, когда статья, видно, что статья проработана, длинная, интересная, оформленная. Вот он дает такой статье больше показов. Вот. Ну и если народ реагирует, лайкает и репостит там, да, комментирует, то, конечно, Дзен это тоже замечает и тоже дает больше охвата, потому что у таких платформ есть одна цель – продать рекламу как можно больше, а ее тогда покупают, когда больше читают. Вот, поэтому еще раз, если вам говорят, что вам помогут раскрутиться, скорее всего, вам скажут то же самое, что я сейчас сказал. Так, редактор постов. Про редактор постов мы уже с вами посмотрели. Текст до 4096, опросы, картинки, ссылки, упоминания. Немного вам покажу, пока мы находимся в статьях, о том, какие же статьи, как они выглядят опубликованные, когда они хороши. Для этого я перейду в канал свой, естественно, в какой же еще. И мы перейдем в подборки. Вот есть подборки. Подборки – это совокупность статей, то есть разделы так называемые, да, которые вы сами создаете и наполняете своими же публикациями. Статьи только ваших, тех, которые написали вы, или других? Только статей со своего канала. Со своего, да. То есть, например, вот простой рыбный суп, да, мы посмотрим статью, оформленную с заголовка «Дзен засовывает рекламу куда только можно». И это, конечно, очень тяжело для тех, кто читает, но вот мы, например, как пользователь зашли посмотреть статью про простой рыбный суп, который написал, как мама меня учила. Вы видите, что вот поскольку у меня размечено было заголовками, то тут есть оглавление сразу.
и можно перейти сразу на какой-то раздел статьи. Да? Чистим картошку. Это потому, что вот каждый из этапов у меня обозначен заголовком. Причем, если оглавление большое, он его сворачивает. Можно свернуть. И здесь слева появляются разделы вашей статьи, если вы перешли куда-то вниз. Да, дальше. Вот такими вот всплывающими штучками. Это не как в Word, да? Не нужно именно писать и делать заглавление. Достаточно... В том-то и дело. То есть в Word, да, для чего вы размечаете заголовками? Чтобы потом сделать формат, автоматическое оглавление. Если вы не размечали, ничего не получится. А здесь не надо, потому что Дзен за вас уже это сделает. Раньше такого не было, потом внедрили. И более того, когда вы где-то в середине статьи находитесь, вот навигация есть. Вы можете здесь переходить по статьям. Вот. Народ любит рецепты, любит картинки и не любит читать, как мы знаем. Но перебарщивать тоже не стоит. Вот я сейчас смотрю, что-то у меня многовато. Ну, я так хотел, я как бы художник, я так вижу. Вот видите, хэштеги есть, они никуда нас не ведут. Вот. Если мы долистали до конца, то мы видим комментарии. Здесь общаться с людьми – это хорошая идея. Можно написать какой-то свой комментарий и закрепить его. Тоже хорошая идея – закрепить комментарий. Ну и дальше вы видите, что те самые рекомендации с рекомендательной платформы идут вам, раз вы прочитали статью про рецепт. Вот вам рекомендуют шашлык, варить суп из сушеных грибов, рекламочку вам, терабайт и так далее. Вот в этом суть вся дзена и заключается. Вы листаете статью, читаете, вам подсовывают что-то похожее. Причем вокруг тут рекламы прям все кишит. Есть ли вопросы еще по статьям или постам? Если они есть, пожалуйста, задавайте в чат. Может быть, что-то непонятно или... Я этого не знаю, но мы можем погуглить вот, вместе с вами. Интересный вопрос, просто мне кажется, что там символов просто миллиард. Сколько символов допустимо в статье Дзен? Сейчас нам Ней расскажет. Рекомендованный объем от 3000 до 6000. Можно воспользоваться помощью. Также здесь есть раздел «Помощь». Вот есть вот прям тут справка, и в ней можно все почитать. Вот. Справка Дзен. Давайте попробуем по ней пройти и узнать ответ на этот вопрос. Почему бы нет? Создание контента. Статья. Статья. Ограничения. Заголовки. 140 символов ограничения. Количество вложений 100. Максимальная длина текста 100 тысяч символов с учетом пробелов. 100 тысяч символов? Авторский лист 40 тысяч знаков с пробелами. Мне кажется, 1000 знаков лист. 40 тысяч. Нет, авторский лист, он же гораздо больше. Это же, ну, вот это типографские вот эти Это листы большие. типографский параметр. Да. Не знаю, возможно. Ну, то есть, 100 тысяч символов для меня это, не знаю, там, практически 100 страниц, не знаю, 80. Ну, то есть, это много. Ну вот, да. Значит, это где-то 50 страниц. Ну, в общем, дело в том, что сам формат Дзена не подразумевает, что вы будете там читать длинную какую-то книгу в одной публикации. То есть, им это не нужно. Достаточно... Лонгриды же, я правильно понимаю? Лонгриды. Это лонгриды. Да, это платформа для того, чтобы писать лонгриды фактически. Но вам никто не запрещает написать 2 абзаца, сделать 2 картинки, и это тоже будет статья. Да? Может быть, этого даже и хватит. Вот. Но в основном именно вот цель такая. А реклама же там, я правильно понимаю, что там типа за удержание на статье, он же время там пишет для того, чтобы примерно прикинуть, сколько человек это читает, и чем дольше он читает, тем... Сейчас мы перейдем дальше к монетизации. Если мы дойдем до этого, давайте немного про видео Дзен все-таки расскажем, поскольку время у нас еще есть. Видео в Дзен. Я вам уже показывал, что у видео в Дзен есть особенности описания видео, потому что все остальное касательно видео в Дзен не представляет особого интереса. Публиковать можно либо из канала, либо из студии, точнее только из студии, если с большого компьютера. И загрузим какой-нибудь видосик.
небольшой. Вот у меня специально с собой был принесен в разделе медиа вот такое вот видео, которое мы с вами грузили в семинаре про ВК. Вот я выбрал его загрузку. Вы видите, снизу бежит полосочка загрузки. Здесь он предлагает нам название. Я его чуть-чуть исправлю. Здесь он нам предлагает описание, где сам пишет. Можно добавлять ссылки, тайм-коды или отметить кого-то через символ собачка и так далее. То есть, если вы в описании что-то напишите, можно упоминать канал, можно делать тайм-коды типа 0, там 15, закат в Сочи. Ну, можно вставлять ссылки, хэштеги. Хэштеги сюда можно вставлять, но они здесь работать, скорее всего, не будут, потому что для хэштегов есть отдельное поле. Соответственно, если у вас есть обложка, лучше готовить обложки к своему видео, вы можете использовать, ну, либо он вам предложит выбрать какую-то из тех, что он сообразил сам. Так, мы напишем здесь несколько хэштегов. Точнее, здесь можно даже без символа хэштеги писать. Да, я все время путаюсь. В общем, закаты Сочи, например, 2. Да? Тут до 5 хэштегов можно писать. Природа, путешествия, Адлер, не знаю, еще напишем. Все, видите, 5 и все. То есть больше 5 нельзя. Важный раздел о том, кто может комментировать, подписчики, никто или все пользователи. Я обычно использую все пользователи. Но бывают случаи, когда вообще нужно запретить все комментарии, не хотите вы этого, либо только для подписчиков оставить такую возможность. Ну и когда вы нажмете «Опубликовать», этот видосик разместится у вас на канале. И вы увидите его, мой канал, да, вот последней публикацией. Сразу раздел «Видео» поднимается наверх, потому что по последней публикации было видео. Нажмете на него, сможете его посмотреть. И, как я говорил, никакого описания нигде не видно. Но если нажать на название, то описание появляется. И вот даже есть тайм-код и ссылочка на мой канал. Раз, нажимаем, попадаем на канал. Нажимаем на 15 секунд, попадаем на 15 секунд вперед. Здесь лучше закрепленный комментарий оставлять и в нем писать все ссылки. Так, сделали комментарий и нажали вот здесь вот «Закрепить». Вот, у него есть вот лайки, дизлайки. Так выглядят публикации видео, и так потом выглядят видео опубликованные. Соответственно, если оно мне не нужно, я захожу в студию и нажимаю 3 точки, что? Удалить. Вы хотите удалить? Хочу, удалил. Мы с вами немного проскочили сам факт, сам пункт публикации статьи. Давайте к нему вернемся. Вот у меня в черновиках же остался мой кофе, да? Давайте к нему вернемся. Я забыл, что публиковать-то же надо его. И посмотреть, как потом это выглядит. То есть после того, как вы заготовили статью и нажали «Опубликовать», появляется такой же диалог, примерно как был у видео. Но здесь очень важно, что все картинки, которые вы вставляли, можно использовать как заголовок к статье. То есть обложку, точнее, да? И это очень важно. То есть карточка статьи и сама суть привлекательности ее – это заголовок и обложка. Как всегда и везде. Причем учтите, что если у вас есть надписи на обложке, это не самая лучшая идея, потому что в некоторых случаях, когда вы делитесь этой ссылкой, на обложку накладывается название вашей статьи. И это будет выглядеть тогда лучше, чтобы там ничего такого не было, никаких букв. Вот. Но надо оценивать это в зависимости от той платформы, куда вы это потом репостите. Вот я выбрал, значит, здесь какую-то обложку, какая мне нравится. Ну, вот я такой вот здесь вот задумчивый, это эмоцию какую-то вызывает, кто-то хочет посмотреть, что же это там такое. Я выбираю здесь, все пользователи могут комментировать. Есть 2 галочки важные. Опубликовать позже – это отложенная публикация. Это отличная тема, как я в прошлый раз говорил. Я, например, ставлю там на 3 часа ночи, в Москве 3 часа ночи, но зато в Владивостоке уже давно рабочий день. Это не является инвестиционной рекомендацией, но можно пользоваться. Партнерский материал говорит о том, что у вас статья написана по заказу от какого-то партнера, который с вами работает.
Например, вы какие-нибудь там колонки рекламируете или еще что. Если вы это не поставите, и алгоритм решит, что это реклама, то статью пессимизируют, забанят, ограничат, но не удалят. Нет, ничего, Дзен ничего не удаляет. Если только вы какое-нибудь нежелательное что-нибудь опубликовали, он может сам удалить. Вот. То есть лучше всегда ставить партнерский Нет, не надо. материал, если мы рассказываем в статье, например, о том, что мы куда-то сходили, например, не знаю, посетили завод. Нет, это только для одного случая, когда вы что-то по заказу рекламируете. Тогда вы ставите ссылку «партнерский материал». В этом случае в статье не будет рекламы Дзена. То есть он оттуда ее уберет, ну и, соответственно, вы за это не будете получать деньги от Дзена, потому что вы получили деньги от кого-то другого. Вот. Это только нужно для вот этого случая. Всех остальных нет. Ну вот мы, значит, все оформили, да? Не будем отложенную опубликовать, нажали. И статья появилась на канале. Статья появилась на канале. Вот она. Видно карточка, название. И можно ей поделиться. Если вы под своей учетной записи, можно ее и отредактировать, а также можно добавить в подборку. Подборки мы упоминали, поговорим же о них. Добавить в подборку, когда вы нажимаете, он показывает все подборки, которые вы создали на канале на своем. Это тематические так называемые подборки, как бы каталог ваших публикаций, собранных по определенной тематике, чтобы можно было их все объединять и делиться этой подборкой с кем-то другим сразу. Почему это нужно бывает? Вот у меня, например, канал не узконаправленный, но не смог я себя заставить писать на какую-то определенную тему, очень много у меня интересов, и я поэтому создал эти подборки, хотя Дзен этого не любит. Дзен любит, когда у вас рыбалка, значит рыбалка. Там автомобили, значит автомобили. Там литература, значит литература, история, значит история. Тогда он считает, что это более для него подходит в смысле рекомендаций. Но я вот не смог, поэтому у меня подборки. Вот, значит, у нас статья про кофе, да, ищем, у меня есть тут кофе публикации, да, 44 публикации про кофе. И тогда эта статья оказалась у меня в публикации про кофе. Если я ее нажму, эту подборку, вот как выглядит подборка на канале. Тут есть и видео, и статьи, и посты, и ролики, и все в одной подборке. И это помимо того, что удобно читать, этим удобно поделиться. Можно нажать ссылочку, да, тут даже он предлагает сам, можете нажать ссылку и отправить куда-то в свою ленту целую подборку. И это очень классно, то есть это, за этот Дзен уважаю прям сильно. И, например, почему? Да? Потому что я вот смотрю фильмы, как многие, да, мы смотрим фильмы, смотрим, слушаем какую-то музыку. Есть у меня вот компьютерные хитрости, лайфхаки. Я, например, хочу, меня спрашивают: Вань, там что посмотреть? Я говорю: слушай, я тебе сейчас не скажу, но вот тебе, пожалуйста, подборка, да, фильмов моих, которые я смотрел, и что-то я тут писал. Да? В основном это какие-то посты. Да? Если мне не о чем было рассказывать, я писал какой-то пост, вот на впечатлениях такой весь, на эмоциях написал. И вот эти посты сгруппированы в подборку, я кидаю ссылку, и, пожалуйста, вот посмотри любой фильм, рекомендую. За это мне бывают благодарны. Компьютерные хитрости или там секреты Outlook, по которому я большой эксперт, можно также выбрать. Здесь будут и видео, и посты, и какие-то статьи. И я тоже кидаю эту ссылку и делюсь. Подборки – супер вещь, очень рекомендую. Но это, опять же, пожелание. При этом вы видите, что у меня тут какие-то, в общем-то, обложки у них не очень красивые. Там, наверное, первую статью просто берет. Он берет просто первую статью. Но, во-первых, можно изменить порядок подборок. А во-вторых, можно для каждой подборки изменить, вот редактировать подборку, да, изменить картинку, вот эту вот обложку. И у некоторых каналов очень красиво сделано, в едином стиле эти подборки, прям как разделы каталога, и очень красиво. Ну, то есть поработайте над этим, если вы хотите, чтобы было красиво. Подборки. Ролики, господа. Ролики нам нужно показывать с телефона. Давайте я зайду с телефона в нашу встречу. И, в общем-то, показывать там не сильно что нужно, но что-то
может и пригодиться. Я вот здесь тогда остановлю трансляцию, да? Значит, здесь есть приложение Дзен на айфоне. Вот приложение Дзен на айфоне выглядит вот так. Мы листаем ленту, у нас здесь есть главное, у нас здесь видео есть, у нас есть статьи, новости. И, соответственно, здесь есть кнопочка справа вверху с логотипом вашего канала, поскольку вы залогинились, да, в свою учетную запись. И здесь есть такой плюсик «Создать публикацию». И только здесь есть «Снять ролик». Вот. Это выглядит практически так же, как в ВК-клипах. То есть я могу нажать кнопку записи, и он будет записывать. Либо я могу выбрать из имеющихся роликов, готовых, где-то отмонтированных, опубликовать. В момент публикации можно накладывать текст, выбирать музыку, фильтры, менять формат, какие-то пресеты использовать громкость. Ну и дальше вы оформляете этот ролик. Здесь можно использовать хэштеги, даже для них есть место, ну то есть для них есть специальный раздел, вот, да. И упоминать тоже самого себя или какой-то другой канал. Можно откладывать публикацию, можно говорить, кто будет комментировать. Также можно сохранить этот ролик на устройство, если вы его снимали в самом приложении Дзена или монтировали в самом приложении Дзена. Я этим не занимаюсь, потому что это так себе затея. Монтировать ролики лучше, конечно, в приложениях для этого предназначенных. Нажимаете «Опубликовать», и он вот показывает, что он загружает ролик, публикует его. Вижу, что Афродита присоединилась к нам. Очень приятно видеть людей, которые были на прошлых занятиях. Тем временем, пока он публикуется, вы можете тут листать ленту, читать что-то. Я, бывает, в Дзен захожу и что-то читаю, потому что предпочтения настроены. Ну, конечно, бывает тяжеловато, потому что рекламы очень много. Через там 2 поста 1 рекламный идет. Вот, кстати, Ильяхов, мы его упоминали. Он понял, что мы про него говорим, и к нам в ленту залез. Вот как выглядит Дзен. Раньше и на начальном этапе Дзен, конечно, выглядел как такая помойка кликбейта. То есть вроде они борются с кликбейтом. И что такое кликбейт? Это вас привлекают в публикацию, а там на самом деле не то, что было написано в заголовке. Да? То есть завлекающий заголовок, а там не то. Обман такой, да? И Дзен борется с кликбейтом, но поначалу это был сплошной кликбейт. То есть поскольку выплаты были большими, регулярными и хорошими, то народ постил что только можно, пока настроили алгоритм, который это стал фильтровать. И я тоже такими экспериментами баловался, и в основном, конечно, народ брал какие-то там популярные видео или статьи из других платформ, пихал в Дзен, и пока можно выводил деньги, пока не забанили. Вот. Но Дзен это быстренько прикрыл лавочку, и такие каналы он заблокировал. Ну, и я тоже попал под пессимизацию, потом восстанавливался. Ну, как бы на прошлые объемы я так и не вышел, поэтому эксперименты вот так вот закончились. Вот готово. Ролик появился на канале. Включим обратно экран. И посмотрим на наш ролик, опубликованный на канале. На главной. Да? Вот он, мой ролик, появился здесь. Я так не очень помню, но, по-моему, я такой ролик уже публиковал, поэтому надо бы его отсюда стереть, потому что он есть на другом канале. Мы берем его и удаляем отсюда, но можно, как вы видите, добавить в подборку, редактировать описание, поделиться ссылочкой и отправить этот ролик кому-то. Так вот работают ролики в Дзене. По сравнению с другими платформами довольно урезанная тема. Но лента также точно работает, смахиванием вверх, и можно залипнуть там на несколько часов, чего я не рекомендую делать, потому что жизнь наша коротка. Вот. Не для роликов она. Здесь есть также возможность закрепить какие-то публикации до 3 штук. То есть вот на канале можно закрепленные публикации иметь. Это настраивается в студии. Перейдя в студию, можно перейти в раздел публикации, и здесь есть закрепленные. Из них можно какие-то публикации открепить, но если вы, например, закрепили какую-то старую публикацию, решили ее открепить, вы ее потом с большим трудом можете найти, поэтому нужно с этим поступать очень аккуратно. Что рекомендуется закреплять? Ну, соответственно, представление, вот, да, это моя визитная карточка, кто я такой, и какие-то 2
какие-то 2 публикации, которые вы хотите продвигать впереди остальных. У меня есть 2 видео, которые я хотел продвигать впереди остальных. Одно из них, кстати, это создать канал в ВК-видео. Вот. По карточке приветствия, которую вы можете сделать, и это рекомендуется, можно рассказать о себе, кто вы такой, почему вас интересно читать, приложить фоточку и ссылки на другие сети. Это помогает людям освоиться на вашем канале и стать более лояльными. Ну что ж, коллеги, я предлагаю... Ну что ж я с коллегами называю? Мы же блогеры все вроде бы, да? Я предлагаю на сегодня закончить, потому что если я продолжу, то, во-первых, вы утомитесь, а во-вторых, мы не оставим ничего на следующий раз. А хотелось бы оставить что-то еще на следующий раз. На следующий раз мы оставим... Сейчас посмотрим, что у нас, ролики мы, да? Что есть в студии Дзен, мы кратко посмотрели. Мы оставим статистику монетизации, подборки мы посмотрели. Кстати, можно это перевести наверх. Статистику монетизации, ну и как бы базовые общие вещи, чего не стоит делать вот в Дзене, плюс какие-то рекомендации о том, что писать и как. Согласны? Хорошо, тогда давайте на сегодня будем завершать. Спасибо вам, что участвовали, смотрели и писали вопросы в чат. Да, давайте вопросы. У нас время на вопросы есть, поэтому... Канал, которым я не пользовался 5 лет. Он как последний вышел, так я его и забросил. Так что его либо удалить, либо зачистить или мировать. Это реально. Да, конечно, вы можете его зачистить, то есть удалить ненужные публикации и активизировать. Как активизировать и вообще как канал стартовать, чтобы он стал заметным, да? Нужно опубликовать не меньше 5 публикаций, а лучше 10. Можно с отложенной публикацией сделать, чтобы они регулярно там раз в 2-3 дня, раз в день выходили. И Дзен тогда поймет, что о, канал активный, а что там такое? Пойдем посмотрим и начнет его рекомендовать. Он проверит, все ли правильно оформлено, все ли там хорошо, красиво. Вполне можно его реанимировать. Зачем создавать новый? То есть непонятно. Можно и новый создать, если... Ну, то есть нет подтвержденной связи между тем, что вы старый заброшенный канал активировали, либо создали новый. Важен контент и его, так сказать, сущность. То есть я могу брать свой же контент с других площадок и публиковать. Это он не любит. Если я как бы буду в шапке давать ссылки на свой же контент. Можно попробовать, если у вас есть другая площадка, там написать ссылку на этот Дзен-канал, а тут в описании написать ссылку на тот. И если придет жалоба или блокировка, что вот заимствованный контент, да, это будет в предупреждениях вот здесь вот сейчас я покажу где. Да. И тогда можно тут типа апеллировать, да, вы знаете, ну, как бы у меня вот все настроено по вашим правилам. Поэтому, пожалуйста, ну, не блокируйте меня. Вот тут будет предупреждение. А где у меня предупреждение? У меня их нет. Сейчас в студию перейти. Тут есть вот предупреждение. Видите, нет предупреждения. Тут возникает предупреждение. Угу. И написано там, статья заблокирована в связи с причиной заимствованный контент. Можно написать в поддержку, пожалуйста, проверьте, вот у меня там-то, там-то. Вам могут ответить, да, действительно, ошибочно, и либо там проставьте ссылки там-то и там-то, переопубликуйте, и мы проверим заново. Вот. Главное, чтобы когда вы проводите такие разборки, не редактировать статью до момента, ну, то есть, как вы апеллировали, не надо редактировать, потому что они тогда не поймут, были изменения или нет. Ну, а так, в принципе, как бы вот. Сама платформа хороша тем, что вы можете выражать творчески свои мысли или вести чей-то официальный канал, или там, не знаю, там целой редакции что-то публиковать, и ничего больше не делать, и вам за это будут платить. То есть я просто иногда что-то публикую сейчас. Ну, и мне капают небольшие деньги, но они идут. То есть я не предпринимаю каких-то усилий там по раскрутке. А если бы у меня был более узкий канал, более регулярные публикации и более популярная тема какая-то одна, то народ выводит серьезные деньги оттуда. То есть можно так нормально жить. Это одна из немногих сейчас возможностей в России
для вот такой вот реальной монетизации контента, именно такого рекламного, когда вот платформы делятся с авторами. Как вариант, вот Рутуб, да, есть, там довольно низкий порог монетизации. Ну вот в Дзене тоже нужно добиться 30 часов дочитывания ваших статей подписчиками за неделю. То есть создали, когда 30 часов дочитывания совершилось, можете включить монетизацию. Все. Это довольно низкий порог, потому что ну, ВКонтакте мы знаем, там 5000 подписчиков или какие-то 5100, в общем, какая-то тяжелая тема. Здесь довольно подъемная. О том, что нам осталось и мы не проговорили, проговорим в следующий раз. У нас камера там. Да, давайте. Да. Если не ошибаюсь, вы сказали, что у вас самый успешный канал на Дзене 13 тысяч подписчиков, да? Ну, как самый успешный. Это просто факт. У меня 13 700 подписчиков, да, сейчас. А сколько примерно статей, постов в месяц вы публикуете? Сейчас я публикую, ну, наверное, может быть, 1-2, может быть, 3 публикации в неделю. А вот если человек достиг такого, да, результата 13 тысяч, примерно 3 публикации в неделю, без донатов, на какой доход он может рассчитывать? Вот вы можете поделиться? Нет связи здесь. То есть нет связи между количеством подписчиков и частотой публикаций. Важно время, проведенное читателями в вашем канале. Если это хорошие статьи, которые держат читателя, то есть вот это вот называется у них вовлеченный просмотр, то вы можете иметь 1000 подписчиков или там 5000 и зарабатывать намного больше, чем я. Потому что эта статистика, это количество подписчиков, оно набралось там за длительное время какое-то, очень длительное. Нет какой-то формулы, там количество публикаций, статей в неделю. Все зависит от контента и вовлеченности. Вот, поэтому нужно просто выйти на монетизацию и продолжать писать что-нибудь интересное. И охваты будут повышаться, то есть дочитывание и проведенное время будет повышаться, и денег будут давать больше. Дзену важно вовлеченный просмотр. И причем, к сожалению, он отключил просмотр видео и клипов из монеты, то есть оставил только посты и статьи, текст. Поэтому меньше. Там мне вот очень много видео смотрели, там есть хорошие видео, за них приходило. А сейчас вот я получаю, ну, не знаю, там за месяц, может быть, 1000 максимум могу вывести. Спасибо. Поэтому надо на этом фокусироваться. Может, они это сделали, чтобы все ВК-видео. Я не исключаю, ну, я вообще не понимаю, одинаковые платформы, ну, то есть по сути своей, да, у одного холдинга, но они продолжают их держать, видимо, поддерживая какую-то специфику. Может, аудитория просто. Никто не читает, ну, я имею в виду большие. Да, ну просто в ВК, например, там статьи, это такая себе история, где там их читать. А здесь статьи основная история. То есть... Правда, это, по-моему, единственный на русском языке какой-то сервис для лонгрида, потому что на английском там есть, он так и называется лонгрид, по-моему. Да, нет, вот, есть еще разные платформы, типа там живого журнала или прочее там. Да, в VC, например, в VC можно вести, или на Хабре где-то. Где кто любит писать хорошие тексты, он их всюду разбрасывает. Вот. Но, конечно, такой вот платформы с рекомендацией, которая еще и платит тебе просто за то, что ты пишешь, ее нет. Ну да, я имею в виду, что вот такого формата, по-моему, он единственный на русском языке, поэтому он работает. Да. Все, несколько раз пытался закончить, ну, уже на этом позитивной ноте. Спасибо всем еще раз. Все, останавливаем просмотр.